Всем привет, с вами Дина и канал Коллекция рецептов. Друзья мои, что может быть приятнее, чем завтрак со свежей хрустящей булочкой и янтарным апельсиновым джемом? Способов приготовления этого вкусного лакомства довольно много. Готовят такой джем с кожурой, без кожуры, с цедрой, грейпфрутом, лимоном, персиком, яблоком, облепихой, орехами, с добавлением пектина, а также с корицей, имбирем и мятой. Конечно же, употреблять любые фрукты, в том числе и апельсины, гораздо полезнее в свежем виде. Но это сезонный продукт, поэтому мы не будем упускать возможность и сделаем вкусную ароматную заготовку, которая будет радовать нас круглый год. Апельсиновый джем идеально подходит для приготовления всевозможной сладкой выпечки – кексов, печенья, пирогов, круассанов, тортов и пирожных. Его подают к чаю, блюдам из творога, кашам, а также вместе с десертами и мороженым. Джем из апельсинов прекрасно укрепляет иммунитет, помогает бороться с вирусными заболеваниями и отлично повышает настроение. В этом видео я покажу вам 3 вкусных рецепта апельсинового джема, приготовленных разными способами. Список ингредиентов для каждого из них будет в конце видео и в описании. Начнем с самого быстрого и простого способа. Приготовим более полезный и менее сладкий апельсиновый джем с лимоном и пектином. Вместо пектина можно использовать кветин, желфикс или агар-агар. Фрукты необходимо тщательно помыть в теплой воде с жесткой щеточкой, обдать кипятком и вытереть насухо. В этом рецепте кожура с апельсинов нам не понадобится. Мы будем готовить джем из чистой мякоти. Но прежде чем очистить апельсины, рекомендую снять с них цедру. У меня на канале есть отдельное видео, посвященное цитрусовой цедре, из которого вы узнаете, как ее можно заготовить, хранить и использовать. Ссылочку оставлю в описании под видео. В этот раз снимать цедру я не буду, а срежу кожуру целиком и приготовлю из нее апельсиновые цукаты. Если вам интересно, как я их готовлю, напишите об этом в комментариях, и я сниму отдельное видео. Очищаем апельсины любым удобным для вас способом. Можно сделать надрезы и снять кожуру, как обычно, или срезать ножом. Очищенные апельсины разрезаем на небольшие дольки, и если будут косточки, обязательно их удаляем. Мне попались очень сладкие апельсины без единой косточки. Нарезанные апельсины необходимо измельчить с помощью мясорубки, обычного или погружного блендера. Я буду измельчать с помощью погружного блендера, поэтому сразу складываю их в кастрюльку, в которой буду варить джем. Таким образом подготавливаем все апельсины. Лимон от кожуры не очищаем, разрезаем его на дольки, обязательно удаляем все косточки и режем на небольшие кусочки. Именно лимон придаст легкую кислинку нашему джему и добавит свою приятную цитрусовую нотку. Перед тем, как все измельчить, очищенные фрукты необходимо взвесить, чтобы знать, какое количество сахара и пектина вам потребуется. Измельчить массу можно как до однородного состояния, так и оставив мелкие кусочки. Все на ваше усмотрение. На каждый килограмм подготовленных цитрусовых в этом рецепте идет от 250 до 500 граммов сахара, в зависимости от сладости апельсинов и ваших вкусовых предпочтений. Я беру 500 граммов сахара на 1 килограмм фруктов, хотя джем этим способом можно готовить и вовсе без сахара. От того, сколько сахара вы возьмете, также будет зависеть необходимое количество пектина. На 500 граммов сахара по рецепту идет 10 граммов пектина. Более подробные пропорции фруктов, сахара и пектина я напишу в описании под видео. А тем временем я смешала сахар с пектином, высыпаем его в апельсиновое пюре и хорошо перемешиваем. Устанавливаем кастрюлю на плиту и доводим смесь до кипения. С этого момента варим массу на среднем огне, непрерывно помешивая не более 5 минут. А для любителей легкой, приятной цитрусовой горчинки и для усиления вкуса, аромата и более насыщенного оранжевого цвета на этом этапе в джем можно добавить цедру, которую вы предварительно сняли с кожуры. К этому времени уже должны быть подготовлены баночки. У меня маленькие объемом 200-250 мл. Как обычно, я их помыла, простерилизовала, крышки прокипятила. Спустя 5 минут кипения, не выключая плиту, разливаем кипящую массу в подготовленные баночки. Плотно их закрываем и оставляем при комнатной температуре остывать. Джем жидкий, пока горячий, а после остывания загустеет, как и положено джему. Помимо традиционного использования, апельсиновый джем, приготовленный таким способом, прекрасно подходит в качестве маринада для мяса и птицы.
Для другого рецепта также предварительно очищаем апельсины от кожуры и берем на килограмм уже очищенных фруктов 1 лимон. В этот раз я все измельчу на мясорубке. Все апельсины нарезаем дольками, удаляем косточки, если они есть, и точно так же поступаем с лимоном, который желательно оставить вместе с кожурой. Но у меня такого не оказалось, так как лимонная цедра мне была нужна для другого рецепта, а белую часть я не стала оставлять. С апельсинами мне повезло, ни в одном из них не было косточек, а вот с лимоном пришлось немного повозиться. Подготовленные цитрусовые пропускаем через мясорубку. Каким образом вы будете измельчать цитрусовые, не имеет значения. Просто я решила показать вам, что в обоих случаях результат будет одинаковым. В кастрюлю с измельченными фруктами высыпаем сахар из расчета 1 к 1. Сколько пюре, столько и сахара, но не менее чем 700 граммов сахара на 1 килограмм фруктов. Массу перемешиваем и устанавливаем на плиту. Доводим фруктово-сахарную смесь до кипения и на небольшом огне кипятим в течение часа. Не забывайте периодически помешивать массу, и чем гуще она становится, тем чаще мешайте, чтобы избежать пригорания джема. Если будет образовываться фруктовая пенка, соберите ее с поверхности джема. За это время масса хорошо уварится и приобретет приятный янтарный оттенок. А пока масса варится, подготовьте баночки. Помойте их, простерилизуйте, крышки прокипятите. Спустя час, не выключая плиту, разливаем горячую массу в баночки и закрываем крышками. Переверните банки крышками вниз до полного остывания. Приготовить апельсиновый джем можно не только сварив его на плите. Для этого можно воспользоваться мультиваркой на режиме варенье или выпечка. Перед нами апельсиновый джем, приготовленный разными способами. В баночках он еще горячий, а немного джема, который я отложила в вазочке, уже остыл и загустел. Вот джем, который мы варили с пектином. После остывания он становится значительно гуще, очень ароматный, на вкус приятный, освежающий, в меру сладкий. Его солнечный цвет радует глаз, а яркий цитрусовый аромат никого не оставит равнодушным. А вот апельсиновый джем янтарного цвета, который мы уваривали в течение часа. Он самый густой и насыщенный, по вкусу более сладкий и концентрированный, практически апельсиновый мед. Но есть еще один безотходный способ приготовления апельсинового джема, который полюбился в нашей семье. И чтобы сэкономить ваше время, я сделала его заранее, так как он практически ничем не отличается от второго рецепта, за исключением того, что фрукты измельчаются на мясорубке вместе с кожурой. Такой джем получается очень густой и из всех 3 рецептов самый ароматный за счет присутствия цитрусовых корок, которые также придают приятную легкую горчинку, как и положено апельсиновому джему. Все 3 рецепта приготовления апельсиновых джемов различны по способу приготовления, затраченному времени и конечному результату, но каждый из них хорош по-своему. Выбор за вами. По этим рецептам можно готовить не только апельсиновый, но и мандариновый джем. Баночка такого янтарного угощения станет отличным подарком любому сладкоежке. Хранить джем можно до следующего сезона, как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вы никогда не делали такую заготовку, то рекомендую приготовить. Результат превзойдет все ваши ожидания. Желаю всем приятного чаепития. Если это видео было вам полезным, не забудьте его оценить, ведь это очень важно для развития канала. Спасибо за лайки, репосты и ваши комментарии. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале вы также найдете сладкую выпечку, в которой я использую апельсиновый джем. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.